Ночной воздух мерцал от вспышек камер, когда фанаты толпились на красной дорожке Vogue World Seoul. Это было празднование искусства, моды и мировой культуры, но для армии это было нечто большее. Это был вечер, когда две души, делившие одну сцену годами, Тэхьон и Чонгук, наконец снова оказались вместе. Когда Тэхьон вышел, одетый в потрясающий полностью черный ансамбль, отражающий одновременно уверенность и меланхолию, толпа взорвалась криками. Его присутствие было магнетическим, но глаза рассказывали другую историю. Под внешним спокойствием таилась едва заметная грусть, которую не могли скрыть даже самые яркие огни. Через несколько минут появился Чонгук. Самый младший участник BTS, Золотой Макне, всегда был известен своим спокойствием и лучезарной улыбкой, но в ту ночь в нем чувствовалось что-то иное. Его глаза сканировали комнату, и когда они встретились с глазами Тэхьона, мир, казалось, затаил дыхание. Камеры запечатлели все — тишину, напряжение и все поглощающие эмоции в выражении лица Чонгука. Казалось, для них обоих время остановилось, и никто не ожидал того, что произойдет дальше за кулисами. После церемонии закрытия мероприятия тихий момент разрушил публичный фасад. Тэхьона хвалили за его выступление и модный образ, но как только свет погас, он остался один в гримерной. Его отражение смотрело на него в ответ. Безупречный образ Ви, айдола, любимого миллионами. Но за этим отражением стоял Ким Тэхьон, человек, который годами носил на себе бремя давления, недопонимания и тихого истощения. Эмоции, которые копились месяцами, наконец вырвались наружу. Слезы начали падать тихо и неудержимо. Член съемочной группы, проходивший мимо, замер, не зная, что делать, но прежде чем кто-либо успел отреагировать, появился Чонгук, словно сама судьба привела его туда. Сначала он ничего не сказал. Он просто стоял в дверном проеме, наблюдая, как человек, который когда-то был ему самым близким другом, братом и вдохновителем, рушится под тяжестью собственных ожиданий. И тут Чонгук подошел ближе. Без колебаний он положил руку на плечо Тэхьона. «Хён», — прошептал Чонгук, его голос дрожал. «Тебе не нужно больше все это держать в себе». Месяцами фанаты строили догадки о напряжении, расстоянии или невысказанных эмоциях между ними. Они выступали по отдельности, сосредоточились на индивидуальных проектах и редко появлялись вместе на публике. Но в этой маленькой, тускло освещенной комнате все эти слухи ничего не значили. Чонгук не утешал Тэхьона громкими жестами или пустыми словами. Вместо этого он просто сел рядом. Его присутствие говорило громче любых извинений или объяснений. Это было искренне, по-настоящему и больно человечно. Когда рыдания Тэхьона стихли, Чонгук наконец снова заговорил. Его тон был полон искренности. «Я видел тебя сегодня вечером и кое-что понял», — мягко сказал он. «Мы оба бежали, пытаясь что-то доказать, но, может быть, мы забыли, почему мы вообще начинали?» Тэхьон медленно кивнул. Глаза были красные, но блестящие. «Из-за музыки. Из-за нас». И в этом единственном обмене словами годы отчуждения, казалось, исчезли. В ту ночь все изменилось. Не только для них, но и для всех, кто следил за их путем с самого начала. Шум по вечеринке после мероприятия доносился приглушенно за дверью. Смех, звон бокалов, музыка, своего рода хаос, который обычно следовал за крупными событиями. Но за тяжелой дверью разворачивалась другая история. Чонгук сидел напротив Тэхьона. Их обоих окружала тишина. Напряжение между ними сменилось чем-то более мягким, знакомостью, пониманием, возможно, даже сожалением. Прошли месяцы с тех пор, как они последний раз так разговаривали. Не как артисты, не как мировые иконы, а как два молодых человека, которые делили одни и те же мечты с подросткового возраста. «Ты когда-нибудь думаешь о начале?» — спросил Тэхьон низким голосом. «Когда мы были просто детьми, в общежитиях сочиняли музыку до рассвета». Чонгук слабо улыбнулся. «Каждый день», — признался он, — «но иногда это кажется другой жизнью». Тэхьон откинулся назад, прерывисто выдыхая. «Мы оба изменились», — «да», — ответил Чонгук, — «но перемены не всегда плохи, Хён». Наступила пауза, тяжелая, но исцеляющая. Чонгук смотрел прямо в глаза Тэхимона, в те самые глаза, которые когда-то вдохновляли его стараться сильнее, петь глубже и мечтать шире. Затем тихо Чонгук сказал то, что совершенно ошеломило Тэхьона. «Я скучал по тебе». Эти три слова разрушили дистанцию, которая выросла между ними. Слезы Тэхьона снова навернулись, на этот раз не от грусти, а от облегчения.
Месяцами он боялся, что их связь угасла безвозвратно, но в этом простом признании все, что он сдерживал, нашло выход. За дверью остановился помощник, изнутри донеся тихий смех. Первый общий смех Чунгука и Тэхьона за очень долгое время. К утру уже поползли слухи. В сети начала циркулировать единственная просочившаяся фотография со сцены, на которой Чунгук и Тэхьон были вместе, с красными глазами, обняв друг друга. Фанаты были ошеломлены. Некоторые думали, что это монтаж, другие почувствовали нечто более глубокое. Ощущение, что связь Ви и Чунгука, которой они всегда дорожили, каким-то образом возродилась. Твиттер взорвался. «Это Чунгук утешает Тэхьона. Мое сердце не выдерживает этого. Тэгуки навсегда? После всего они по-прежнему друг для друга безопасное место. То, как Чунгук смотрел на него, это реально. Это любовь, братство, дружба, все». История попала в мировые заголовки в течение нескольких часов. Статьи рассуждали о том, что произошло за кулисами, в то время как фанаты со всех уголков мира начали выводить в тренды хэштеги, такие как «Чунгук Фотэхьон» и «Тэгуки Реюнион». Но чего никто не знал, так это того, что фотография едва ли запечатлела половину правды. За объективом камеры остались невысказанные извинения, смех сквозь слезы и обещание двигаться вперед, не как отдалившиеся звезды, а как семья снова. Через несколько дней после мероприятия Чунгук удивил фанатов поздно вечером прямым эфиром. Он появился в уютной толстовке, с растрепанными волосами, спокойным лицом, но его тон нес что-то иное. Честность. Он начал непринужденно приветствовать армию и смеяться над случайными вещами, но когда чат наводнили сообщения с вопросами о Тэхьоне, Чунгук замолк. Затем, без предупреждения, он мягко улыбнулся. «Знаете, — начал он, — иногда люди переживают того, чего вы не видите. Даже если вы близки, даже если вы их любите, легко потерять связь с тем, что они чувствуют». Он на мгновение посмотрел вниз, нервно постукивая пальцами по столу. Но когда вы, наконец, понимаете, что они скрывали, вы осознаете, насколько сильными они были все это время. Чат взорвался сообщениями. Фанаты точно знали, о ком он говорит. А затем прозвучала фраза, которая заставила всех замолчать. «Тэхьон Хён — один из самых прекрасных людей, которых я когда-либо встречал. Не только снаружи, но и внутри. Я повезло знать его». Этот отрывок мгновенно стал вирусным. Его пересмотрели миллионы раз, перевели на бесчисленное количество языков и поделились им на всех основных платформах. Но помимо всех трендовых тегов и вирусных видео, люди больше всего почувствовали искренность. Чунгук не просто защитил Тэхьона, он оказал ему честь. Реакция фандома была ошеломляющей. Армии, которые были свидетелями каждой эпохи, каждой слезы, каждого смеха BTS, начали делиться историями о том, как много для них значит Тэхьон и Чунгук. Фанаты создавали трогательные видео, объединяя клипы с самых ранних дней их дебюта, когда они были просто стажерами, делившими ромэн в общежитиях, с недавними моментами тихого понимания. Фоновая музыка — замедленный эмоциональный ремикс песни «Still With You». Комментарии посыпались. Вот почему BTS особенные, они больше, чем айдолы. Они люди. Видеть, как Тэхьон плачет, а Чунгук приходит к нему, это напоминает мне, что любовь бывает во многих формах. Я не знала, что мне нужно это исцеление, пока не увидела это. Этот момент возродил что-то мощное внутри фандома, не просто ностальгию, но коллективное чувство единства. Как будто уязвимость Тэхьона и сострадание Чунгука напомнили всем, почему они вообще влюбились в BTS. Дело не было в славе, рекордах или совершенстве. Дело было в сердце. После окончания прямого эфира в студии воцарилась тишина. Чунгук сидел там несколько секунд, глядя на экран, пока поступали тысячи комментариев, сердца, плачущие эмодзи и сообщения о любви со всех уголков мира. Но за камерой Чунгук в тот момент не чувствовал себя суперстаром. Он чувствовал себя Чон Джункуком, молодым человеком, который наконец-то сказал то, что слишком долго носил в своем сердце. Он откинулся назад, мягко выдохнул и впервые за долгое время улыбнулся самому себе. Его утешали не аплодисменты и не внимание, его утешала правда. В ту ночь Чунгук написал Тэхьон и Мусьенам. «Хьон, видел твой пост. Не плачь больше, хорошо. Ты хорошо справился». Тэхьон: «Я не плакал, просто был эмоционален». Чунгук: «То же самое. Спасибо тебе за все в ту ночь».
Тэхён, нет, это тебе спасибо. Это было коротко, просто, но невысказанная тяжесть за этими словами «спасибо, что не отказался от нас» значило все. Через неделю Тэхён и Чунгук снова встретились в Сеуле. Не для работы, не для камер, а просто для себя. Они выбрали маленькое кафе рядом с рекой Ханган, скрытое от посторонних глаз, такое место, куда обычные люди ходят, чтобы сбежать от шума мира. Тэхён пришел первым в кепке и бежевом плаще, попивая горячий кофе и тихо напевая. Когда Чунгук вошел, небрежно одетый в толстовку и маску, их глаза встретились, и они оба мгновенно рассмеялись. «Ты опоздал», — подразнил Тэхён. «Пробки», — ответил Чунгук, усмехнувшись. «Или, может быть, ты пришел слишком рано». Они сели друг против друга. Настроение было легким, но ностальгичным. На мгновение им показалось, что они перенеслись во времени в свои стажерские дни, когда мечты были правдыми, и счастье находилось в мелочах. Тэхён наклонился вперед, сложив руки. «Ты когда-нибудь задаешься вопросом, сможем ли мы когда-нибудь еще раз почувствовать себя такими чистыми?» Чунгук посмотрел в окно, огни города отражались в его глазах. «Я думаю, что мы уже такие, потому что вот это прямо сейчас кажется реальным». Тэхён тихо улыбнулся, уголки губ дрожали от эмоций. В ту ночь они гуляли вдоль реки до полуночи. Ни слова, только тихо играющая музыка из телефона Чунгука. Не выпущенная мелодия, над которой он работал. Она не была предназначена для мира, она была для них. Спустя месяц Чунгук загрузил неожиданную демо-запись под названием «For You Always» — «Всегда для тебя». Она была сырой, необработанной и невероятно красивой, лишенной тяжелого продакшена, только его голос и фортепиано. Фанаты сразу же стали гадать, для кого она, но те, кто слушали внимательно, знали. Текст читался как исповедь. «Когда ты плакал, я, наконец, увидел тебя. Не звезду, не имя, просто тебя. И я понял, что никогда не говорил спасибо за то, что ты остался». Трек не продвигался, не добавлялся ни в одни плейлисты, но распространился как лесной пожар. Это стал символом исцеления, братства и тихой верности. Тэхён позже комментировал пост всего 3 эмодзи. Эта одна строка общения снова привела армии в хаос. Но для них обоих это было что-то священное. Песня не была о публичности, она была о завершении и связи. Прошли месяцы, и СМИ начали замечать, насколько Чунгук и Тэхён снова стали близки. Едва заметные улыбки во время публичных мероприятий, общий смех на церемониях награждения и та знакомая легкость, которая когда-то исчезла. Затем последовало интервью, которое закрепило их возрождение. Крупный журнал пригласил их обоих на совместную статью, первую за многие годы. Фанаты не ожидали, что они согласятся, но, к всеобщему удивлению, они согласились. Во время фотосессии фотограф попросил их посмотреть друг на друга так, словно они вспоминают что-то особенное. Чунгук мягко рассмеялся. «Это легко». А Тэхён, не пропуская ни секунды, ответил: «Я помню все». Позже, во время интервью, журналист прямо спросил: «Было время, когда фанаты думали, что вы двое отдалились. Что изменилось?» Тэхён посмотрел на Чунгука, прежде чем ответить. «Время изменило нас», — мягко сказал он. «Но мы поняли, что любовь в дружбе, в семье не исчезает, она просто ждет, когда ты к ней вернешься». Чунгук кивнул, глаза блестели. «Именно. Иногда вам просто нужно увидеть друг друга снова, по-настоящему увидеть». Статья под названием «Воссоединение, которое тронуло миллионы», стала вирусной в одночасье. На сеульском музыкальном гала-концерте 2026 года фанаты ожидали сольных выступлений от каждого участника. Но на середине шоу свет погас, и по залу разнесся единственный фортепианный аккорд. Толпа затихла, а затем, ко всеобщему шоку, Тэхён и Чунгук появились вместе на сцене. Без объявления, без тизера, просто они двое стояли бок о бок. Тэхён был в мягком белом костюме, Чунгук в черном, визуальная метафора контраста и баланса. Они начали петь новую версию «Still With You». Гармонии идеально сливались, их голоса вплетали эмоции в каждую ноту. На середине у Тэхёна слегка дрогнул голос, не от ошибки, а от эмоций. Чунгук взглянул на него, мягко улыбнулся и подхватил следующую строку, положив руку на плечо Тэхёна. Аудитория разрыдалась. Это выступление стало одним из самых просматриваемых моментов в истории корейской индустрии развлечений. В течение нескольких часов хэштеги, такие как «Taekook Life» и «After the Tears», стали мировыми трендами.
Недели спустя Тэхён опубликовал рукописное письмо армии на Weverse. В нем говорилось: «В ту ночь, когда я плакал, я не знал, что кто-то смотрит. Но, возможно, мне нужно было, чтобы кто-то увидел. Чунгук увидел меня не как Ви, а как Тэхёна, и это изменило все. Тем, кто когда-либо чувствовал себя одиноким, я надеюсь, вы знаете, что кто-то там видит вас тоже». Письмо было переведено на десятки языков и распространено фанатами по всему миру. Многие говорили, что плакали, читая его. Речь шла уже не только о Тэхёне и Чунгуке. Это стало историей об исцелении, сопереживании и связи, которая превзошла славу. В течение следующего года эти двое продолжали сотрудничать в музыке, искусстве и в делах, близких их сердцу. Они выступали на благотворительных мероприятиях, часто делая анонимные пожертвования, но фанаты всегда находили следы их фирменной доброты. А в одном интервью Чунгук тихо сказал: «Тэхён напоминает мне замедлиться и ценить момент. Я думаю, он одна из причин, почему я все еще стою на земле». Тэхён ответил позже в своем эфире: «Чунгук научил меня, как выглядит сила, когда она тихая». Их дружба стала чем-то гораздо более глубоким. Не о заголовках или фанатских теориях, а о наследии. Годы спустя, когда мир успокоился и каждый участник начал следовать своему собственному пути, Чунгук и Тэхён часто встречались наедине, иногда чтобы писать, иногда просто чтобы поговорить о жизни. В один тихий вечер, когда солнце снова садилось над рекой Ханган, они оказались на той же скамье, где когда-то гуляли после Vogue World. «Забавно», — сказал Чунгук, глядя на воду. Тэхён кивнул. «Эта ночь, кажется, что была вчера». Чунгук слабо улыбнулся. «Думаю, нам обоим нужен был этот момент». Река мерцала вдалеке, неся отражение города. Ни один из них не говорил какое-то время. Им это было не нужно. Тишина между ними теперь была умиротворенной, наполненной пониманием. В более поздние годы документальные фильмы и ретроспективы будут возвращаться к тому моменту. Ночь, когда слезы Тэхёна изменили все. Аналитики назвали это эмоциональной перезагрузкой поколения. Но для Чунгука это никогда не было о заголовках или истории. Это было об обещании, тихой, вечной связи между двумя душами, которые выросли под одним небом, столкнулись с одними и теми же бурями и все же нашли свой путь друг к другу. Чунгук один раз сказал в интервью, когда ему было за 30, «Самое прекрасное в любви, в любой форме, это то, что она прощает время». История Чунгука и Тэхёна больше не просто сказка об айдолах, дружбе или славе, это отражение человечности, потери, примирения и тихой храбрости в проявлении эмоций. Когда Тэхён плакал, он напомнил миру, что даже самые сильные сердца ломаются. Когда Чунгук утешал его, он показал, что исцеление начинается с присутствия, а не со слов. Годы спустя фанаты все еще возвращаются к тому моменту, пересматривая клип с нежным жестом Чунгука, слезами в глазах Тэхёна и невысказанным теплом между ними. Потому что в ту ночь перед миллионами два человека вспомнили, что значит быть человеком. И вот почему по сей день фанаты все еще говорят: никто не ожидал этого от Чунгука, но после слез Тэхёна все действительно изменилось.